Хочу вам кое-что показать. Тут есть идеальный туалет наедине с природой. Это ванна. После туалета ты подходишь сюда и ты моешь. Привет, ты моешь руки. Идеально придумано. Идеально придумано. Если вода не хватает, открываешь это и добавляешь сюда с этим. Это турбаза. То есть тут живут туристы, вот эти домики. Это именно для туристов. Нигде за границей такого нету, только в России. Топ, нигде больше такого нет. Это топчик. Дверь не закрыл. Натурально, все Нужно натурально. свежий воздух. Все натурально. Мы оставляем открыто. Друзья, мы на Алтае. Будучи иностранцем в России, я много слышал об Алтае, о его невероятной природе, о горах, озерах и людях, которые живут здесь. Мне всегда хотелось увидеть это место своими глазами. И, наконец, эта мечта сбылась. Это путешествие стало одним из самых особенных для меня, не только потому, что Алтай действительно завораживает, но и потому, что он заставляет совсем по-новому почувствовать Россию. Очень давно хотели посетить Горный Алтайск, исследовать красоту этого прекрасного региона. И у нас наконец-то получилось. В самом Горном Алтайске мало чего можно делать, поэтому отправляемся в большое путешествие далеко-далеко от центра города. Чтобы увидеть настоящий Алтай, нам предстоит проехать больше 1000 километров в самые удаленные деревни. В самом Горном Алтайске делать особо ничего, вся красота дальше за горами. Проехали примерно уже час, ехать еще нам нужно примерно 2 часа. Еще одна остановка. Конечно, очень сильно хотим спать. Из-за разницы в времени мы вообще не высыпались. Но едем примерно еще час 30 ехать и будем на месте. За эту поездку случилось столько всего. Я впервые попробовал рафтинг, встретил 60-летнего мужчину, который путешествует по Алтаю на велосипеде и собирается проехать 1500 километров по горам. Я чуть не устроился на работу в поле помогать соседям. Мы жили 3 дня без интернета, и я говорил с местными о том, каково жить так месяцами. И это только часть того, что вас ждет в этом выпуске. Так что, ребята, если вам интересно, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь, пишите в комментарии, чтобы я знал, что вам интересно продолжение. Ну что, друзья, доехали до первого места, называется село Артыбаш. Интересный факт. Угадайте население этого села. 300 человек. 300 people. Представляете? Конечно, сейчас много туристов, но в общем местные всего лишь 300 человек. Место очень красивое, живописно. Сейчас пойдем гулять. А мы тут будем примерно одна ночь, just a night. Мы завтра уже уезжаем, потому что мы хотим прямо далеко от города. А вот это наша первая остановка. Еще очень интересно, наша комната прямо на 4-м этаже. И течет река, все так слышно хорошо. Я думаю, что сегодня мы будем спать прямо как дети. Сейчас пойдем посмотреть, как тут живут люди. Как живут в таком маленьком селе. Вот у нас магазин. Еще там есть пятерочка, на удивление.
и практически ничего особо нету. Даже не успели погулять, и начался сильный дождь. Тут, конечно, погода очень непредсказуема. Шел сильный дождь, сейчас вышло яркое солнце. Вот так резко тут меняется. Теперь идем посмотрим, как люди живут в этом прекрасном селе. Тут в основном занимается, конечно же, туризм. Вот везде экскурсия. Там можно на сплав. На удивление, тут есть пятерочка, довольно большой магазин с разными продуктами, хотя население всего лишь 300 с лишним. Видимо, из-за потока туристов решили тут тоже открыть магазин пятерочка. Еще красивые деревянные домики, реклама для туристов. И у них второй магазин. Называется Аникс. И, скорее всего, это из-за количества туристов. Погуляли немножко, маленькое село, мало чего можно увидеть. Сейчас идем обратно. Сейчас проведем немножко короткий рум-тур. У них есть двор, прямо прекрасный двор, куда можно вечером посидеть, отдыхать после активного, тяжелого дня. Мы живем на 4-м этаже. Это последний этаж. Зайдем. Добро пожаловать. Это типичный отель. Ничего такого. Но, конечно, лучше, чем место прямо в самом Алтае. Кровать хорошая. Все очень просто. Деревянный. Wooden. And of course, we have a regular bathroom. Обычный ванна. Nothing special at all. Nothing special at all. И, конечно же, нам очень нравится вид отсюда. И так приятно течет воды. Доброе утро. Да, утро реально доброе, когда просыпаешься в таком приятном, тихом, красивом месте. Мы так отлично выспались вчера ночью. У нас план сегодня большой. Мы уезжаем из этого прекрасного места. Мы едем в долину Чулышман. Это примерно 100 километров отсюда. И там еще будем 2 ночи. Как тебе спалось? Тут отлично? Да, прекрасно, просто. Нам, кстати, нас же предупреждали, что сюда, куда мы едем, долина Чулышман, не будет связь совсем. То есть 2 дня у нас будет детокс. Без интернета, без телеграмма. 2 days, no access to the internet at all. Я давно так не жил, интересный опыт. Отлично посидели, отдохнули. Сейчас идем позавтракать и собирать свои вещи. До долины Чулышмана нам придется плыть на катере с чемоданами по Телецкому озеру. Очень узкий багажник, к сожалению, не все сюда влезает. Смотри, что наш чемодан легко зайдет сюда. Из Артибаша мы отправились на катере через Телецкое озеро в сторону Чулышмана.
почти 3,5 часа пути и около 80 километров по воде. Честно говоря, было немного страшно. Я ведь не умею плавать, а скорость у катера просто бешеная. Но в то же время это было вау. Природа здесь такая, что кажется, будто ты попал в другой мир. Мы доехали, мы приплыли почти 3 часа. И, кстати, это и есть Телецкое озеро. Это второе самое глубокое озеро России. Длина почти 78 километров, а глубина почти 325 метров. Да, мы плыли 3 часа. И, кстати, сейчас у нас нет интернета совсем. Да, вот наша группа. Совсем нет интернета. И вот наша машина. Мы сейчас вещи сюда уже загрузили. Мы едем дальше до долины Чулышман. Сейчас едем час до обеда, потом еще час до Каменного гриба, а потом уже домой отдохнуть. Мы только сошли с катера и начали путь по долине Чулышман. С первых минут стало ясно, вот он, настоящий Алтай. По дороге мы заметили людей, работающих в поле, собирали сено. Я не удержался и подошел поговорить. Конечно, первый вопрос был: а ты вообще что здесь делаешь? Но люди оказались невероятно добрыми и открытыми. Мы посмеялись, поговорили. И шутка ли, они даже предложили мне работу. И вот мое первое впечатление об Алтае. Здесь людей действительно принимают как своих, даже если ты приехал с другого конца света. Я не перестаю восхищаться, как тут красиво. Далеко от всего, без интернета, ты едешь, смотришь на эту красоту и понимаешь, что хочется жить в таком месте. Очень красиво, ребята, очень красиво. Место офигенно. Я очень рад, что мы решили все-таки на Алтай приехать. Мы сейчас ждем обед, нам сказали ждать минут 15, готовить пока. И я хотел немножко рассказать об своем впечатлении. Конечно, это всего лишь третий день. Мы 2 дня провели именно в городе, в Горно-Алтайске. И вчера началось наше путешествие. И, конечно, я сейчас еще вообще восхищаюсь, как тут красиво, очень красиво. И еще заметил, что как мы уехали из Горно-Алтайска, в этих регионах совсем другой внешность. Очень интересно. И я даже бы не угадал, что они из России. Но это как бы отражает, показывает, что Россия реально многонациональная страна. Мы с Катей обычно самостоятельно путешествуем, свои как бы путешествия сами организуем, но в этот раз мы решили взять тур. Это впервые в жизни мы купили тур у одного агентства, и мы как бы пока довольны того, что мы видим, очень хорошо все организовано, нам не приходится думать о том, куда ехать, как добраться, все уже отлично запланировано для нас. Я в конце смогу уже сказать более объективно, хорошо или плохо взять тур, но пока очень-очень интересный опыт.
Мы уже ехали больше 2 часов, и по дороге ни заправок, ни магазинов, вообще ничего. Честно, я начал задумываться, а как вообще здесь люди заправляют машины? Что делать, если бензин закончится прямо посреди этих гор? И тогда я решил спросить у нашего водителя, местного жителя, который прожил здесь всю свою жизнь. И, кстати, общался с водителем, спросил, как далеко отсюда газ-стейшн, где можно купить бензин. Он сказал, самый ближайший отсюда 100 километров. Представляете, 100 километров. То есть они закупают надолго, чтобы на всякий случай знали, что всегда есть бензин. Пообедали там, очень вкусно, очень сытно, вообще переел. Сейчас мы едем на каменные грибы, на прогулку, поднимемся на гору. Будет примерно час ехать отсюда. Пока мы ехали, я спросил у нашего водителя про жизнь здесь, особенно про школы. Он рассказал, что в каждой деревне есть небольшая местная школа. Дети учатся все вместе, и младшие, и старшие в одном здании. Учителей немного, но все знают друг друга, как одну большую семью. Представьте, до ближайшего города сотни километров, а дети каждый день идут в школу среди этих гор и рек. Чем дальше мы ехали, тем больше вокруг было животных. Коровы и лошади буквально повсюду. Они спокойно переходят дорогу, идут вдоль машин, будто это их территория. А еще по пути постоянно встречались небольшие ворота прямо посреди дороги. Сначала я не понял, зачем они вообще нужны, ведь трасса вроде открыта. Но водитель объяснил, эти ворота ставят, чтобы животные не уходили слишком далеко. Каждый раз, когда подъезжаешь, нужно выйти, открыть их, проехать и снова закрыть за собой. Интересно, конечно, придумал. Короткая остановка. Мы сейчас находимся в селе, которое называется Куу. Да, очень забавное название. Куу. Тут мало людей живут, это понятно. Вот там всего лишь видим один дом. И вокруг ничего, есть церковь. И все, больше ничего. И, конечно, много животных, корова, лошади и так далее. Раз, два, три, четыре, пять домов. И тут у нас один дом. И мне интересно, ребята, хотелось ли бы жить в таком месте? Как бы очень picturesque, очень красивое место, но далеко-далеко от всего. Иметь огород, животные, так тихо, вообще не малейший звук. Я представляю, как тут прекрасно спать вечером. А вот зимой как быть? Это уже очень интересный вопрос. Я, конечно, очень бы хотел пообщаться с местным, с кем-нибудь, узнать, как тут вообще проживают, как им жизнь, нравится ли тут жить, потому что тут совсем нет связи сейчас. Не могу никому звонить, ничего не работает, ни Телеграм, ни Инстаграм. То есть ты остаешься сам собой. Как им тут жить? Было бы очень интересно услышать их мнение про жизнь в таком прекрасном месте. Решил поближе подойти. Это говно. Ого. Представляете? Это все говно. Поближе, вот у них есть трактор. Ну, как тут живут, трактор, домик. Видимо, это кухня. Мы слышали, что это их кухня, скорее всего. Не знаю, есть ли кого-нибудь, с кем можно общаться. Подойдем поближе и узнать. Не получилось ни с кем общаться. Короче, мы едем дальше.
доехали до долины Чилишман, так называется. Чилишман, не уверен, где ели у, но Чилишман называется. Сейчас нам нужно подняться наверх. Мы идем к месту, которое называется Каменные грибы. Я заметил, что так как тут совсем нет связи, совсем нету. Наши водители, работники в этих местах, у них всех есть там рация, walkie-talkie для коммуникации. То есть они могут звонить, как мы звоним, WhatsApp, Telegram не работает. Им нужна рация, walkie-talkie. Нам нужно переплыть воду. И вот нас ждет лодки. Река совсем не широкая, но моста здесь просто нет. Поэтому единственный способ перебраться на другую сторону – это на лодке. Я тоже думаю, что это способ для местных немного подзаработать. Было очень страшно. Я не умею плавать, для тех, кто не знает. Поэтому все, что связано с водой, мне очень страшно. Если вам интересно, почему я не умею плавать, могу позже рассказать. Ну, короче, уже дважды сегодня приплыли лодка, катер и так далее. Экстремал для меня. Вот мы идем сюда. Каменные грибы находятся вот на горе. Тут установил палатку и тут отдыхает. Классно, конечно. Ведь шикарно. Место офигенное. Если нет медведя, идеальное место для отдыха. Туристы спускаются. Склон, конечно, очень крутой. Но мы пропускаем этот склон. Идем налево. Тут не так круто уже. Поднимемся до самого верха. Сюда. По пути наверх мы несколько раз остановились, чтобы просто полюбоваться видом. С высоты видно, насколько это место дико и нетронуто. Домов почти нет, людей тоже. Кажется, будто природа здесь живет сама по себе, без вмешательства человека. Очень красивое место. Завидую те, кто тут живут. Очень красивое место. Замечаю, что даже дети тут поднимаются, спускаются, самостоятельно. Там родители рядом, но все равно пускай ребенок ходит в таком месте. Думаю, что это очень-очень небезопасно. Они даже иногда бегают, я думаю, что вы делаете? Я взрослый, мне страшно, а вы бегаете по такому месту. Очень красиво, но капец тяжело. Очень крутой склон. Мы уже почти на месте. Но сейчас нужно подумать, как спускаться обратно. Туристы поднялись, сейчас отдыхают, наслаждаются этим красивым видом.
алтайское название Ак-Курум. Ак-Крум? Ак-Курум переводится как белая особь. А В народе называют каменные грибы, потому что вот эти, собственно, образования каменные напоминают по своей форме грибы. Образовались в результате выветривания более мягких пород, то есть воздействия воды, ветра, дождя, каких-то вот таяния снега и так далее в разное время года. И таким образом мягкая порода вымывается, остается более твердая, спрессованная. И вот эти крупные валуны, они как шапки, поэтому похожи на грибы и так называют грибами. Говорят, что к концу 21 века уже не будет этих грибов, они разрушатся полностью. Ага. Из-за чего? Просто Из-за того, что со временем вот эта мягкая порода осыпется, размоется, и шляпки полностью упадут. А еще из-за землетрясения они падают тоже. У нас же здесь бывает землетрясение. Часто бывает? Не часто, но микро землетрясения бывают часто, а иногда бывает прям сильные землетрясения. А последний раз был? Последний раз большое сильное землетрясение было в 2003 году. Магнитудой 7,5 баллов примерно было. И целое село было разрушено, которое рядом находилось. И, в принципе, это прям заметно, ощутимо было. По всему Алтаю, даже в Алтайском крае это ощущалось. А все остальные землетрясения, они небольшие, мы их даже не чувствуем, локальные такие. Через 100 лет их не будет, к сожалению. Если вы хотите их увидеть, у вас осталось примерно 99 лет, чтобы их увидеть. Мы спускаемся аккуратно. И, кстати, рассказ, который вы услышали, был от нашего гида Ева. Спасибо большое, Ева, за очень интересный рассказ. Хочу вам кое-что показать. Тут есть идеальный туалет наедине с природой. Это ванна. Душ принимаешь там. И тут это туалет. После туалета ты подходишь сюда. И ты моешь. Привет. Ты моешь руки. Идеально придумано. Идеально придумано. Если вода не хватает, открываешь это. И добавляешь сюда. С этим водой. Здорово. Это, кстати, это турбаза. То есть тут живут туристы. Вот эти домики. Это именно для туристов. Они приезжают. Тут живут несколько дней. Как видно, это туристы гуляют по этому месту сейчас. И вот такой для них прекрасный туалет. Весь этот день мы провели буквально в дороге, но, честно говоря, я увидел столько всего по пути, что даже не заметил, как пролетело время. И что удивительно, я совсем не чувствую отсутствие интернета. Здесь просто некогда скучать. В следующем видео я поговорю с местными жителями. Мы поговорим о том, каково это жить здесь, какие плюсы и минусы, и почему многие, вопреки ожиданиям, совсем не хотят уезжать в большие города вроде Москвы или Петербурга. И это только начало. Дальше будет еще много интересного. И если вам понравилась эта часть, пожалуйста, поставьте лайк и напишите в комментариях, смогли ли вы жить в таком месте. Мне будет очень интересно читать ваши мысли. И увидимся скоро.